Огромная любовь, господи, девочки. Новаком Джоковичем, Валерий Шатаевич Меладзе. Конечно же, размер имеет значение. Ой, господи. Два, двойной, раз. Кстати, мы можем разнообразить наш образ. Ты сначала сними мундир, наверное. Давай попробуем с подтекстом. Обратите внимание. Есть ли у тебя черный список? А еще была одна блогер, ребята. Я же все-таки филолог по образованию-то. Случился первый. Короче, пахнет странно, я бы сказала. Визажисты очень циничные люди, ты знаешь? Ты такое видела когда-нибудь? Это правда вкусно. Всем привет! С вами я, Ирина Крикуненко, и сегодня у меня в гостях Катя Слаута, визажист, в прошлом журналист. Я приветствую вас на своем канале «Давай попробуем». Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и не забудьте оставить комментарий. И сегодня мы будем готовить Окрошку. Окрошку. Пришло лето, Наконец. жара, и окрошка в самый раз. Ты любишь окрошку? Я очень люблю окрошку. Я вспоминаю свое детство, когда я ездила к бабушке и дедушке. Мы ели окрошку постоянно, потому что в такую жарищу есть что-то другое было просто невозможно. Окрошка на квасе, наверное, была, на хлебном. Мне кажется. А вот хороший вопрос. Я помню на квасе, а на чем она еще? На кефире. У меня мама, например, часто на кефире делала. Но, по-моему, она как-то по-другому называется, если она на кефире, да? Предлагаю приготовить несколько вариантов на кефире. Я люблю на газированной воде со сметаной или с майонезом, с лимончиком. Что-то новенькое сегодня будет. Да. Что-то Также новенькое. можем попробовать на просекко. Точнее, здесь в Испании это кава. Кава. На Ну каве. да, на каве. В общем, предлагаю приготовить несколько разных вариантов и продегустировать. Отлично. Наши ингредиенты: огурцы, редис, побольше зелени, вот все, что в огороде растет. Огурцы. Обратите внимание Огурец. на огурцы в Испании. Ты вот выберешь, какой тебе больше понравится. Да, это мы дойдем до огурцов. Я сразу уже сварила яйца и картошку. Вообще, в идеале должно быть поровну всех ингредиентов. Тут немножко меньше яиц, больше картошки, но мы сейчас с тобой начнем резать и сориентируемся. Так, Хорошо это тебе. выглядишь сегодня. Кто тебя красил? Ой, господи. Я так нескромненько. Здесь могла бы быть ваша реклама, друзья. Совсем забыла про себя, я же себя не вижу, понимаешь? Вижу все вокруг, огурцы вижу, ножи вижу тебя. Главное, что вижу я не тебя. вижу. Я сегодня, да, вот оранжевенькая и вот с таким прекрасным макияжем и прической. Катюша Как делает человек впервые в волосы, да, вот я даже себя не узнала, по-другому ощущаю. Спонсор моего прекрасного макияжа Катерина. Обращайтесь, сделает вас самой красивой звездой. Ну что, давайте крошки-окрошки. Крошка, предлагаю тебе выбрать нож. Смотри, у меня здесь маленький и большой один. Вообще, он один у меня. Конечно же, размер имеет значение определенно, но Поэтому- вот, наверное, я возьму, да. Бери. Я сегодня возьму Что это. после того, как мне большой нож упал на пальцы ног, эту историю я уже рассказывала, да, Какой и они кошмар. еле уцелели, то я избавилась от всех больших, вот остался один. Вдруг он какой-то подучий, то есть мне, ну ладно, я в Мы- кроссовках, если что. Мы не босиком. Отлично. Хочешь похудеть, спроси Катю как. Вот я на тебя смотрю и удивляюсь. Дай рецепт. Я сама удивляюсь, ну что, все очень просто, стрессы, бессонные ночи, Влюбляйтесь. много работы, а все очень легко, ребят. На самом деле я в плане питания не самый, конечно, наилучший пример. Я очень люблю спорт, я в спорте с детства, я занималась танцами очень много лет, а сейчас постоянно хожу в спортзал, гоняю себя, но мне кажется, главный спонсор моего похудения — это ежедневные стрессы, ребят, стрессы. Как я пришла к жизни такой? На самом деле, когда мне говорят, вот ты ушла из журналистики, бьюти, как так вышло, на самом деле из журналистики я не уходила, потому что моя работа сейчас визажистом, она связана очень-очень напрямую с людьми и с постоянным общением с людьми. Поэтому мне мой журналистский практикум, мое журналистское прошлое на самом деле мне очень сильно помогает. Поэтому я считаю, что я до сих пор в журналистике, плюс у меня там микроблог в Инстаграме. Вот. А как так получилось, переезд в Испанию, мне кажется, он всех нас немножечко ломает. Здесь приходится искать новые реализации себя. Ты довольна? Я никогда не была счастливой, Супер. это честно. С какими звездами работала?
Ох, сразу с козырей зашла. Ну что, поработала я недавно, я работала хотя как недавно, уже прошло, наверное, полгода, с Новаком Джоковичем. Мы снимали рекламную кампанию какого-то спортивного напитка, это был прикол, мне сказали, что я буду на съемке 2 часа, а в итоге это все часов на 10, по-моему, растянулось. Но, в принципе, в компании Новака Джоковича, ты знаешь, я, в принципе, была не против. Руки не дрожали? Дрожали руки, ноги, дрожало все. Плюс было холодно очень. А что там можно вот у него красить? Ну Пудра? вот это прикольно, да, вот это лично очень интересно. Мне очень часто задают этот вопрос, я его не сильно люблю, если честно, друзья. Мужской макияж, да что там, главное не перекрасить. Поэтому, но если не накрасить совсем, то это в кадре очень видно. Человек будет, во-первых, блестеть в кадре, как после кавказского чебурека по лицу. Это как бы, да, это надо контролировать. Что делают обычно мужчинам? Ну, замазывают синячки, закрашивают, то есть он должен выглядеть свеженьким, как будто бы он спал, а не тусил в Марбеле всю полночи. Волосы мы делаем, хотя мужики очень часто такие: ой, да, класс, мне нравится, все, пойду причешусь сам. Но это надо сделать. Деньги же платят за что-то, поэтому надо отрабатывать. Вот, и помахал кистью, расческой прошелся. На самом деле это не так просто. Вообще с мужчинами работать сложнее, чем с женщинами, потому что мужчины очень щепетильно относятся к своей внешности, они привыкли вставать каждое утро и видеть себя в определенном амплуа с определенными синяками. Слушай, ну это женщинам надо краситься, а мужчина проснулся, он уже красивый. Да, но в кадре это видно, что он не такой красивый. То есть у него может быть хорошая такая камера здоровая самооценка, а камера все видит. Поэтому зовите Катю мужчины. А вот если, знаешь, кстати, Ира, я тебе хотела сказать, мы сюда, да, будем все отправлять? Да. Ты туда, я сюда, потом все равно все смешаем. Зову другого селебрити, с которым я тоже недавно работала, тоже мужчина, Валерий Шатаевич Меладзе. Это моя огромная любовь, господи, девочки и мальчики, это было так незабываемо, это было просто шикарно. Какой макияж тебе нравится делать больше всего? Я не люблю тривиальность, то есть, наверное, здесь я не оригинальна. Работа визажиста, она, конечно, творческая, но очень часто мы, работники этой сферы, застреваем в каком-то определенном амплуа. Девчонки, которые работают исключительно на свадьбах, например, я им часто не завидую, потому что это всегда одно и то же. Я люблю людей делать красивыми, но я еще люблю людей делать странными. Мне нравится креативить. Мы, кстати, себе не видно, но я потом фоточки в Инстаграм запилю. Но сегодня мы покреативили. Креативно. Да, я люблю. С лисьими глазами? С лисьими глазами, необычными ресницами. Мне нравится все необычное. Потому что я в рыжем сегодня. Я очень люблю моду, я очень люблю современное искусство. И для меня макияж — это не просто накладывание косметики на лица, это творчество, это реализация, это сублимация в каком-то... Сейчас умные слова пойдут, сейчас я чисто... Отлично, давай. Вот. Я же все-таки филолог по образованию, да. Хоть где-то употребишь. Хоть где-то, да, хоть в макияже. Поэтому, да, нетривиальные вещи, арт, это просто это... Где меньше всего денег платят, вот это вот моя история. Самый сложный макияж? Возрастной? Да нет, детский? Нет, наверное, нет, детский макияж, нет ничего хуже, чем накрашенные дети. Уважаемые товарищи, фейспейнт, наверное. Товарищи визажисты, прямое включение. Друзья, пожалуйста, не красьте детей. Я очень вас прошу. Ты не любишь готовить? Я не люблю готовить. Кстати, в детстве обожала. Нет, почему? Мне кажется, это творчески, просто нет времени на это, понимаешь? Это же все вопрос приоритетов. Редис? Редис. У меня Ирина самую сложную задачу она мне оставила. Отрезай попки? Попки, конечно. Отрезанные попки. Я обожаю готовить, но, знаешь, я не люблю готовить для себя и не очень люблю есть то, что готовлю сама. Серьезно? Интересно, да? А я люблю готовить. Нет, наверное, я не люблю готовить. Дилемма. Не знаю, под настроение. Вот ты меня спрашивала раньше о том, как я расслабляюсь. Я иногда, когда приезжаю после какой-то очень серьезной, долгой съемки, и мне надо переключить мозги, потому что я постоянно на адреналине, еще кисти перемыть, вот это все, косметику разложить. Работа визажиста не заканчивается после «стоп, снято». Нет, друзья, там все только начинается. И вот я иду на кухню, начинаю, во-первых, кухню мыть. Это твоя медитация. Это моя медитация. Я включаю YouTube,
и готовлю что-то. Если ты занимаешься любимым делом, то оно тебя должно наполнять. Откуда стресс? Ну, стресс, потому что я такая, я люблю вписаться в невписуемое. И впихнуться невпихуемое. Выкрутилась, да. Я люблю записываться на несколько проектов сразу, я не люблю отдыхать, то есть у меня начинается сразу, я думаю, это к психологу меня уже регулярно отправляют с этим. Я не умею отдыхать, я не умею брать выходные дни, и у меня вот июнь месяц, например, вообще ни одного выходного дня. Я тебя очень хорошо понимаю. Знаешь, Так да, что это интересно, такое? да? Чем Ну, больше конечно. делаешь, тем больше успеваешь. В том-то и Энергия дело. приумножается. А когда лежишь на диване, вроде, кажется, столько времени и ничего не Нет, делаешь. диван это вообще не для меня. У меня начинается просто паника, мне хочется лезть на стену с этого дивана просто. У тебя Я дом начинаю без всем дивана. делать мозги. Нет, это не для меня, ребят. Это я Ой, съездила я в прошлом году на неделю моды кутюрную в Париж. И когда я вернулась, я поняла, что с этим городом я должна говорить на его языке. Ну, во-первых, французский — это язык высокой моды. Как бы ты классно по-английски не говорил, французский есть французский, французы есть французы. Потому что они с тобой язык только... любви. Ну, язык плохого сервиса еще, язык Улиток. чванства, язык высокомерия и высокой моды. Exactement. Сейчас французы Je будут suis смотреть. d'accord. Сдала экзамены. Слушай, вчера пришли оценки за наш финальный курс французского языка, первый год. Ты молодец. Я все сдала на пятерке, я молодец. Теперь до сентября. Как ты все успеваешь? Я не... И еще и в спортзал ходишь. Ну, поэтому ты меня спрашиваешь, как похудеть. Ну вот, загрузи себя целиком и полностью. Учите французский, работаете визажистом, теряете утюги. И что я забыла? Что-то еще было. Танцуйте зумбу, кстати. Танцуйте зумбу. А что это? Зумба — это очень модное сейчас танцевальное направление. Ты можешь найти классы по зумбе, наверное, мне кажется, в 90% спортивных клубов в Испании. Это, знаешь, это такой микс из разных латиноамериканских и не только Ну-ка, давай танцевальных. движение. Одно движение, два движения. Давай. Ножи положили, да? Так. Ножи положили? Давай. Пам. Нет, с шагом. Мгм. Раз, два. Шаг вправо. задом. Шаг. Шаг задом, задней ногой. Задней ногой у тебя их две. Смотри. Раз, два, двойной. Раз, три. Давай. Раз, два, двойной. Раз и два. Раз, два, двойной. Раз и два. Вот молодец, все, Ох. ты уже практически танцуешь зумбу. Класс. И много энергии, калорий тратится. Это просто вообще, я на кроссфите столько калорий не теряю, как на зумбе. У нас просто еще тренер такая очень требовательная. Так, я перехожу к зелени. А мне всю надо ее, да, порезать? Ну, как получится, вот Хорошо. как тебе нравится. Прекрасно. Я всегда говорю, вот У меня как- сегодня однообразная работа, друзья. Режу Хочешь, редис. давай, хочешь мне редис, а тебе укроп. Ты Да любишь ладно, я зелень? уже... Я очень люблю зелень. Вот это И в очень макияже я полезно. очень люблю зелень. Брови из укропа. Это могло быть... Кстати, мы можем разнообразить наш образ. Вот видишь? Да. Сделать Видишь, пучок вот так из и укропа. рождаются творческие, Это же как нетривиальные красиво. вещи, ребята. Приклеим ресницы. Вот, понимаешь, вот часто мне задают вопрос, где вы черпаете вдохновение? Ну вот, в таких вот вещах. В укропе. Ну, это действительно, это звучит немножко, конечно, диковато, но это правда так. То есть в окружающих тебя вещах. У меня есть такая привычка, когда еду куда-то, я очень люблю водить машину. Да, я тоже обожаю, я тебя понимаю. Просто обожаю. У нас так много общих. Ну, поэтому мы оказались сегодня вместе на этой кухне. Будем есть одну и Будем ту же есть. окрошку. Да. Так. В общем, я еду в машине, и вот сейчас вот начнут, Катя не умеет водить машину, вот это вот она там ведет машину неаккуратно. Не начинайте. Я Мы так смотрю вокруг себя, то есть, ну, не на 360 градусов, но я стараюсь смотреть на ландшафт, на Не по пейзаж. зеркалам. Вот сейчас действительно меня начнут очень сильно тиранить на эту Ой, тему. вот, ну, не начинай. Начинаю себе просто сохранять локации Да. прикольные, необычные, либо там отправляю друзьям, там, открыла, Ирина Крикуненко, начинаю я отправлять локацию, Давай. локацию. Мы туда поедем. Я так часто делаю, то есть я просто, видимо, у меня переписка с тобой где-то внизу, там, Присылай. вот. Ну ничего, А потом у людей теперь начинаются я вопросы, вот, что это, Катя? Нет, это прикольные места, там было бы, можно А так же я здорово просто что-то снять. отправила, чтобы потом вспомнить, где это. Вот, Я вот же так, не могу себе сообщение отправить. вот. Или можно?
самой себе, ну зачем, если ты просто открываешь WhatsApp, первый чат, потом Первому попавшемуся человеку пишешь, что да, у тебя человек, на уме. прости, да, ну как бы, ну ты не можешь, ну не пишешь, что у тебя на уме, ты просто отправляешь локацию и все. Вот. Так что Ой, как вдохновение вокруг нас, ребят. Есть, хочется, да. Честно говоря, Слушай, а я как чуть, ты вообще я чуть не отрезала себе палец. Класс. питаешься с такой работой? Ты Питаюсь я не очень хорошо, на самом деле. Вот так чем? вот Ты с собой берешь какой-то контейнер или контейнер. шоколадку? Я расскажу. 31 декабря 2023 года, очень хлебный день для визажистов, это был сложный день, но я подготовилась, я встала пораньше, кстати, готовила в 7 утра, я резала Оливье? салаты, Оливье? ну всякие вот эти оливье, этот салат подсолнух, мимоза, вот, оно не естся, но оно должно на столе стоять. Мгм. Для Вот. настроения. И я понимала, что я вернусь в этот день домой часов где-то в 10 вечера, четко вот под куранты по нашему отечественному времени. Думаю, надо успеть, потому что с родителями у тебя созвон. же работа, да, в этот день? В этот день у меня было очень много работы, то есть я понимала, что я вернусь домой поздно. И Все праздники, визажисты. Я с собой взяла, мы сейчас с тобой закончим про то, как Так. я питаюсь. Прости. Я взяла с собой термос, в который налила куриный бульон. Я решила себя пожалеть, думаю, ну я же буду много перемещаться, вот я возьму этот куриный бульон. Ты думала, я его выпила? Я его даже не открыла. Некогда было. Некогда Я поняла, было. ты питаешься эмоциями. Да, Вот. эндорфинами, когда И у меня счастливый так клиент. тоже бывает. Это вот, кстати, почему я не пью алкоголь. Потому что Супер женщина. когда эмоции, ты не можешь есть, но ты можешь пить. Точнее, я. Вот я могу пить, когда эмоции, с Я удовольствием. тоже могу пить, понимаешь? И представляешь, каждый раз какая-то вечеринка, тусовка, это же эмоции, да? Есть не могу, а пить могу. Ну и где это все заканчивается? Где? В отрезвителе? Сейчас помогу И тебе картошку смонтировать. резать. Картошку, кстати, не очень люблю резать, она такая... липнет, да. Она липнет, и еще очень важно не переварить картошку, чтобы она вот не развалилась вот так вот, как пюре. Знаешь, как тут энсалада руса. Ох. Не кубиками, а вот А поэтому такой она в массой. мундире, поэтому она не разварится. Да. Кстати, а ты знаешь, мне бабушка, помню, в детстве говорила, чтобы картошку порезать кубиками, чтобы вот не залипать на этот нож, которым постоянно эти кубики, Да. надо его маслицем смазывать. Давай попробуем. Давай попробуем. Давай попробуем Давай сейчас. попробуем. Да. Прямо бренд. Растительное масло. Смажем нож. Ты сначала сними мундир, наверное, а потом... Сними мундир, а потом смазывай. Сними мундир, назовем этот выпуск так. Сними мундир. Слушай, я буду Ох. скоро, мне будет сниться этот редис, ребята. Ну давай ты снимай мундир, а я буду Музыку мне. резать картошку. Ой, фу, редиску. Редиска ты. Я редиска, да. Так, Да, еще редиска. на, чтоб ты не жаловалась. Ну вот, донылась. Катюш, ну вот ты работаешь с людьми, да? Это должно быть не очень просто, иногда бывает. Ну, я иногда шучу на эту тему. На самом деле, работа с людьми в качестве визажиста мало чем отличается от работы кассиром в пятерочке, потому что к тебе может записаться на макияж как достаточно обеспеченный, воспитанный, ну, не Но совсем... люди бывают разные. Короче, да, я Даже к этому веду. обеспеченный может быть. Как бы, да, я к этому и веду, что люди очень. Девушки бывают разные, помнишь, черные, белые, красные. Да. Вот примерно, да. Есть ли у тебя черный список? Моя любимая. Ну, смотри, мы сейчас без купюр, да? Есть несколько индивидуумов, которые, да, в такой черный список. И как туда попасть? И не попасть. Ну, как туда не попасть? Адекватно себя вести во время макияжа, платить Не махать деньги, руками. платить деньги кусать за выполненную визажиста. работу, не спорить со мной по поводу прайса после выполненной работы, потому что вот это вот в духе... У меня была недавно ситуация, когда... То есть вы обсудили цену? Мы обсудили цену, да, это был продакшн, кстати говоря, английский, они приехали сюда снимать в Марбелью, часто очень много команд из UK едут сюда, потому что им дешевле. И мы обговорили цену, потом случился в моей жизни Меладзе, в первый день съемки мне срочно пришлось найти замену, и эти ребятки быстренько так подсуетились и воспользовались ситуацией. На второй день я с ними отработала.
И постфактум они мне присылают имейл. Катя, нам вот в первый день, когда приезжала другая девочка, которую ты нам прислала, нам не понравился макияж, сделай-ка нам скидку в 100 евро. Ну, пи***ц, ребят, ну в смысле? Прикинь? Вот как я должна на это даже реагировать? не ты работала. Работала не я, но у человека есть рот для того, чтобы не только есть, да, то, что мы готовим, но и для того, чтобы говорить. То есть, если ты недоволен работой, скажи об этом прямо, и человек переделает, и тогда не надо будет просить у меня скидку. В общем, да, люди бывают разные. Один раз, я помню, это был трэш. Это в прошлом году было. Работала вместе со своим коллегой. Володечка, тебе большой привет. Как на поле чудес, прямо у тебя. В общем, у нас какая была ситуация? Сначала мы отработали огромную свадьбу почти за бесплатно. Почему так? Потому что подруга не очень хорошая. Мы, кстати, уже не очень сильно Потому общаемся. что подруга нехорошая, Потому поэтому что ей можно подруга. бесплатно. Ну, вот. Можно было ее как-то накрасить криво. Ну, я не умею работу свою делать криво. Вот если уж я работаю, так я работаю. В общем, таймлайн в этот день. В 7 утра мы собираем 9 человек на свадьбу в районе Велес-Малага. Кто не совсем силен в географии, это туда, это в сторону туда, которая не в Марбелью, а в другую. Далеко, короче, ребята. Возьмите компас. Потом, после этого, у нас свадьба в Марбелье. Расстояние между двумя свадьбами 120 километров и огромный расход моих нервных окончаний, потому что за рулем была я. Сначала случился первый на той свадьбе, которая почти бесплатная для подруги, с которой я почти не общаюсь. Кстати, ребят, я считаю, что уж если по дружбе, да, и если у вашего друга есть бизнес, то вы ему не то, что должны заплатить полный прайс, но должны еще оставить на чай. Но это чисто мое воспитание. Короче, времени остается крайне мало для того, чтобы по таймингу, да, чтобы нам выезжать на следующую свадьбу, на следующий локейшн. Я говорю своему Володьке парикмахеру, с которым мы в тот день вместе работали, говорю, давай, садись, прыгай в машину, езжай туда, я тебя по пути перехвачу. Уезжает мой парикмахер, я остаюсь с невестой, прицепить ей фату. И думаю, так, все, сейчас я прыгаю в машину, и вот как раз чуть-чуть, вот прям, на 5 минут позже приедем, а я не люблю опаздывать, я крайне пунктуальный человек. И тут я подхожу к машине и понимаю, что Володя забрал мою сумку, а там ключи от машины. И Володя уже подъезжает, по-моему, к Марбелье. Это был трэш, ребята, я просто, понимаете, я вот так вот встала и начала плакать горько. Вот тут просто мои нервы реально сдали. горю не поможешь. Я начала звонить, да, я звоню Володе, говорю, Володя, да, понимаешь, да, по-китайски. Все, понимаешь, а там священник там уже. все, там, все, я не знаю. Володя развернулся, естественно, приехал назад, мы опоздали практически на час на ту свадьбу. Но работаю я быстро, ладно, окей, мы все успели накрасить, но собираю я кисточки. Вишенка на торте? Вишенка на торте. Мне говорит клиентка, слушай, ну а ты мне счет-фактуру сделаешь? А какой счет-фактуру, если мы с тобой все время работали по другой схеме? Да. И, в общем, она на меня начала орать. Прям орать. Боже. Типа я должна была... пока ждала тебя. И... Возможно, это ее нервы, я тоже перенервничала. И мы друг друга благополучно отправили в увлекательное путешествие, да. И она мне так и не заплатила за мою работу. И парикмахеру пришлось мне платить из своего кармана. Слушай, какая история печальная. Печальная. И это был последний раз, когда ты работала. Вот черный список, вот это черный список. А еще была одна блогер, ребята. Это просто же... Вот это что-то я не вспомнила про нее. Мама дорогая, мама мия. Нас сейчас все блогеры смотрят. Ну, я не буду называть ее имя по понятным причинам. Она сама поймет. Но я надеюсь, что она меня смотреть здесь не будет, но, честно говоря, я никогда в жизни не видела, чтобы человек настолько плохо говорил со своей командой. Она говорила со всеми матом, то есть со всеми матом. При том, что все было плохо изначально, свет плохой, тут у меня кусок говна на лице, тут у меня вообще, ты что, меня будешь учить, тра-ля-ля-ля-ля. Я там по минимуму макияж, она прям такая вся, вот эта вот фитоняша. Красивая сама. Ну, она так думает. Красивая сама, и в общем, да, то есть на меня матом,
И причем матом, и 3 раза меня букировало. То есть все плохо, но 3 раза они меня упорно букируют. На 3-й раз я к ней подошла и сказала, знаете, пожалуйста, Победа! не надо со мной так Здравствуйте, разговаривать. победа. Это впервые в жизни я просто взяла и свои границы отстояла. Вот, я вышла от нее, меня вот так вот колбасило, я потом Ты проплакала полвечера, я молодец. Я здесь всю зелень сейчас немножечко примну с солью и с перчиком, чтобы она пустила сок. А надо прям примять, да? И это, ну вот, я делаю вот так, чтобы было более ароматно. Тогда аромат раскроется. Видишь, я сегодня хоть чему-то научусь. Прекрасно. Я Век резала. живи век. Класс. О, это запах Вот- детства. Вот это вот щетка для нашего желудка. Щетка? Ну, такая, господи, швабра. Щетка швабра. Вычищает все ненужное. Я уже боюсь Ешьте есть. зелень. Я боюсь есть эту крошку, ребят. Так, Со щеткой. Так. все, окей. Щетку Я сюда? думаю, можно сюда и перемешать, либо положить сюда все, что мы нарезали, залить и добавить зелень. Ну, Второй как бы путь, мне кажется, сложнее. сложнее, думаешь, да? Мне кажется, сложнее вот это все с этим перемешать. Давай я попробую. Ну, Я же- давай, я же давай, всё могу. попробуем. Отлично. Заходите к нам на огонек. Если вы Посмотрите любите на количество. понежнее, добавляйте больше яиц. Если вы любите больше колбасу, добавляйте больше колбасы. Ну, в общем, тут на вкус и цвет. Но, в принципе, у нас Товарищи есть. получилось разнообразно. Так, дальше. Я начинаю делать А заправочку. чем заправлять-то чем будем? Ты хоть Вообще расскажи. заправляют обычно либо кефиром, либо квасом. Кваса у нас нет, мы живем в Испании. Это только в русских магазинах, Селяне. которые Далеко. там. Да, поэтому сегодня у нас будет кефир из испанского магазина. Ну, он немножечко отличается, он... Отличается? Ну, на вид не могу сказать, мне надо его попробовать. А ты пробовала? Честно говоря, конкретно этот нет. Слушай, по-моему, ты вообще ничего не ешь, поэтому я тебя хоть кефирчиком угощу. Ну как? Отличается. Отличается, да. Ну, в общем, он просто другой, Кажется, поверьте. он жирнее немножко, да? Такой, по консистенции. Ну смотри, а ты сомневалась в моих способностях. Смотри, как хорошо я все перемешала. Супер. Сметана из русского магазина, потому что испанская сметана, она другая. Да, Она не кислая, да? да, такая согласна. У тебя здесь кефир. Хорошо, что кефир. Так, спасибо. Давай попробуем с подтекстом. Так, ладно, все. И поскольку у нас нет кваса, то мы сегодня попробуем заправить шампанским. Ну, это не шампанское уж, это кава испанская. В Испании это кава, в Италии это просекко. Просекко. Просекко, Ну, папа, да. Шампань, да. В Италии просекко. Но они в Испании разные кава. все-таки, они все-таки разные. Кавой заправляем. Кава. Ты умеешь открывать? Конечно. Давай. Открывай, а я буду делать... Ой, подождите, еще же есть... Как-то так слишком откровенно. Еще спрашиваешь. А я лично люблю, моя мама всегда делала на газированной воде, нет, точнее она не на газированной делала, она делала на обычной воде с... Уху! Та-дам! Это красиво. Это было красиво, надо было предупредить, Да. но Надо было... не рекламирую. Красиво. Ну, вот сегодня просто выпуск посвящен Валерию Шатаевичу. Да, возвращаясь к газировке и просто на воде берем сметану или майонез, что больше нравится, лимон, соль, перец, все это перемешиваем, делаем такую водичку кисленькую и этим заправляем. Это такой вот диетический. Я за каву. Ты за каву, да? Но мы сейчас все попробуем. Так, супер. Так, я делаю вот это вот свое. Не помню. На самом деле я не готовлю окрошку, потому что у меня ее никто не ест. У меня Ну, нет, это да, русских, это такой у меня нет русских в стыд. семье. Дочь. Ну, она не совсем. Она так. Что я сделаю? Знаешь, пока ты стоишь, вот Давай, да. я тебе дам Могу задание. станцевать. Накладывай вот в эти плошки, в тарелочки. Супер. А есть больше ложка? Половник пойдет? Давай половник. Давай. Половник накладывай. Так, мне нужна ложка обычная. Ложка обычная. И я попробую сметану положить. Блин. О, ты такое видела когда-нибудь?
Пожалуй, впервые. Чтобы сметану фигачили в минералку, это, конечно, впервые в моей жизни, друзья. А еще мы будем это есть, ты представляешь? А это красиво, между прочим. Она, да, я как-то сомневаюсь. Ты не будешь? Это мое любимое. Да? Попробуй. Ну ладно, А вот хлеб у еще тебя вкусный. давай Достаточно посмотрим такого реакция с количества? майонезом. Да. Сейчас как посмотрим. Кока-Кола с ментосом. Ну, почти. Нет, со сметаной было лучше, видимо, Ребятки, здесь урок химии просто у нас, реально. еще чуть-чуть. А ты так не жалеешь, да? Ай, То есть ты всё. считаешь, что вот конкретно вот этот вариант понравится многим? Это правда вкусно. Ну, может Это быть, правда это выглядит вкусно. не очень эстетично. Вдавливаем лимон. Магия. Она накладывала. Да. Слушай, мне кажется, ну это как Крошку ты об любишь. Ты крошку. любишь погуще? Я да. Ну все. Себе же делаешь, поэтому Себе делаю 3. так немножко посолить, поперчить и размешать. Вот. Барной ложкой не обзавелись, поэтому мешать будем вот этим. Так, Я отойду подальше на всякий случай. Вдруг случится непредсказуемое. Вот это творчество, Ир, вот это настоящее. похоже на молоко, правда? Похоже. Пенящееся молоко. Газированное прикольно. молоко. Пахнет странно, я бы сказала. Ладно, все, я выключаю свой цинизм. Визажисты очень циничные люди, ты знаешь? Правда? Конечно. Нет, я знаю только одного визажиста, тебя. Сейчас я сделаю это красиво. Вау, вот это вот Ребята, это интересно. высокая кухня. молекулярное. Офигеть, я в шоке. Надо есть сразу, когда она... Слушай, такой кефир густой, это вообще даже не плавает. Ну, я тебе говорю, что Это он как, жирнее. как заправка какая-то. Ну, это и есть заправка наша Оливье сегодня. под кефиром. Ну ладно, интересно. С кефиром. Чуть-чуть еще, наверное. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше. Я обожаю с газировкой. Ну что, попробуем? Ну, давай. Давай. У тебя с чем? У меня с газировкой. У меня по-царски, у меня с шампанским. Давай, ты первая. Мне Я первая? очень интересно. Мне тоже. Мне кажется, мне будет очень весело потом. Может, надо было посолить? Солить Интересно. шампанское? Не знаю. Давай я тебе сейчас... Я попробую и скажу. Мгм. Выплюнуть не хочется? Огонь, ребята, это очень прикольно. правда. Серьезно? Это очень необычно. Ты знаешь, солить не хочется, оно даже как будто бы немножко горечи дает вот этот А шампанское. можно я прямо оттуда попробую? Да бери. Я же не пью, но я ем. Она не пьет, она алкоголь не пьет, но она его ест. Класс. Там просто терраса. Я бы выплюнула, но... Короче, А мне вкусно. это вкусно тем, кто пьет. Большое спасибо. Выпивай. Дубль 2. Большое спасибо за то, что Я добавила просто- меня в ряды алкоголиков на Коста дель Соль. Почти 2 года воздержания я это не ожидала. Ладно, я пробую с газировкой и сметаной. Соли не хватает. Не досолила. Могу ли я своей алкогольной ложкой залезть к себе туда? Да, Это с минералкой, да, которая? с минералкой, но надо подсолить. Сейчас покажется тебе травой после шампанского. Что-то в этом есть? Слушай, кстати, вкуснее, чем с просекко. Просекко все-таки я предпочитаю в бокале, без плавающей колбасы. На самом деле, да, ты знаешь, пара ложек такого волшебства, и, наверное, хватит. Что-то, мне кажется, я не доем сегодня. Нам осталось вот этот попробовать. Так что не переводите просекко. Не-не, просекко, ребят, пьем, а вот с колбасой не мешаем. Что-то Компот горько, оно отдельно, мухи отдельно. Да, и просекко отдельно, крошка картошка, поварешка. Ну, в общем, просекко уже начинает действовать. Давай. Теперь ты первая. Я? Или Окей. давай вместе, синхронно. Давай это чуть сделаем. размешаем, что ли, я не знаю. Здесь ложка стоит. Здесь же все стоит. Кошмар. Кошмар, пробуем.
Не знаю. Вот и я не знаю. Ну, самый прикольный вариант оказался, Я с кефиром кстати, никогда не беру. термоядерным. Да, Прикольно. вот этот, да? Хорошо. Газировка, сметана или майонез, или то и другое, лимон. Кажется бредом, но это вкусно, правда. Это оказался самый такой, на квасик похож. Ну, либо квас. Если у вас есть квас, тогда Тогда есть вам повезло. четвертый вариант. Спасибо тебе большое, что пришла ко мне на эфир. И у меня для тебя есть маленький подарок. Это хлеб. Да ладно, Да. ой, как я люблю твой Там хлеб. 2 вида хлеба, гречневый, 72 часа ферментации и пшеничный. Ребята, какая Это красота. Ира, Когда это ты лучше, будешь чем- бегать в своих стрессовых съемках, можешь отломить кусочек и поесть. Это лучше, чем косметика. Это можно съесть. Класс. Спасибо тебе большое. Потом расскажешь про гречневый. На здоровье. Заряжен на здоровье и позитив. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, какой вариант будете готовить вы. И до новых встреч. Пока!